Особняк бизнесмена Грея Лоусона в тихом пригороде Хейвена выглядел безупречно. Блестящие окна, сад с фонтаном, идеальные дорожки. Но за этой красотой скрывалась проблема, о которой знали все местные агентства. 7-летние близнецы Лен и Лайла, дети Грея, успели прогнать больше десятка нянь. Казалось, их золотистые кудри и невинные лица только маскировали бурю. Они прятали еду в вазах, разбрызгивали напитки на ковры и даже запирали нянь на чердаке, заливаясь смехом. С тех пор, как 3 года назад не стало их матери, дети становились все неуправляемей, будто проверяя мир на прочность. Грей, требовательный, холодный человек, не находил подхода к собственным детям. В тот день в дом пришла новая сотрудница из агентства, тихая уборщица по имени Элли. Она не собиралась заниматься воспитанием, лишь робко кивнула хозяину и приступила к работе. Но вскоре в коридоре раздался звон разбитого фарфора. Близнецы швыряли статуэтки со ступеней. Элли, забыв предупреждение Грея не вмешиваться, строго окликнула их. Вместо крика, который они привыкли слышать, она просто села рядом с осколками и мягко сказала: «Эти фигурки были дороги вашей маме». Слова, которых дети никогда не слышали, заставили их замереть. Никто не говорил с ними о матери. И впервые в их глазах появился не вызов, а растерянность. С этого момента все изменилось. Элли не пыталась подавлять детей, она разговаривала, играла, но и правила мягко устанавливала. Когда они подкладывали ей игрушечных пауков, она изображала испуг, а потом побеждала их, вызывая у близнецов искренний смех. Они почувствовали рядом взрослого, который не ломает, а понимает. Через несколько дней Грей заметил перемены. Шум в доме стал другим, веселым, а не разрушительным. Однажды он увидел, как дети спокойно помогают Элли накрывать на стол, и спросил: «Что вы сделали?» «Я просто слушаю их». Но испытания продолжались. Однажды ночью Лен исчез. Элли нашла его в саду. Он ждал маму, уверенный, что она должна вернуться. Она просто укрыла его пледом и обняла. Им это было нужно больше всех слов. Грей случайно увидел сцену через окно, и в нем что-то дрогнуло. С этого дня он назначил Элли няней. Дети расцвели, научились играть без разрушений, начали завтракать вместе, даже пели под простые мелодии, которые Элли выводила на старом пианино. Но однажды в особняк пришла Вивьен, бывшая невеста Грея. Она насмешливо обозвала Элли уборщицей, играющей в воспитательницу, и Элли впервые усомнилась в себе. Ответ пришел неожиданно. На следующий день Лайла подарила ей рисунок. Там была семья, отец, 2 детей и женщина с уложенными в пучок волосами. «Это ты. Ты с нами», — сказала девочка. Вечером Грей тихо произнес: «Вивьен уехала. Я знаю, кто действительно нужен моим детям. И мне тоже». Прошли месяцы, и дом, когда-то наполненный холодом, стал живым. Близнецы стали спокойнее и увереннее, Грей — мягче и внимательнее. Элли принесла в особняк то, что не могли купить деньги — тепло, доверие и надежду. Однажды казалось невозможным изменить этот дом. Теперь невозможно представить его прежним.